Всем привет, с вами Денчик с канала Денчик Team, и это видео посвящено новому клиенту CS 1.6 для Xash 3D, который использует новую версию движка и не требует обязательной привязки к Steam. В этом видео я продемонстрирую, как установить этот клиент на ПК, а также на смартфоны под управлением системы Android. Скачать этот клиент для ПК и Android вы можете с GitHub, ссылка в описании. Давайте же первым делом установим этот клиент для ПК. Идем в раздел релизы. Нажимаем вот сюда. Если у вас Windows, в моем случае это Windows 10, то вы должны скачать архив CS 1.6 клиент win32 i386.zip. Скачивайте этот файл. Для начала вам надо установить свежую версию движка Xash 3D. Как это делать, я рассказал в одном из предыдущих своих роликов, но я не поленюсь повториться. Скачав архив с данными Xash 3D, кидаем их в любую удобную для вас папку. Самое главное, что в пути не было кириллицы, они же русские буквы. Теперь нам нужны ресурсы игр Half-Life и CS 1.6. Вы эти ресурсы можете взять из разных источников. Я оставлял на них ссылки в описании под своим видео. Я же возьму ресурсы из своей Steam версии игры. Копируем папки Valve и CS Strike в папку, где находится исполняемый файл xash3d.exe. Чтобы убедиться, что все мы установили правильно, давайте запустим сам Xash 3D. Так, мы вам ее, давайте запустим обучение. I am your holographic assistant. Let's begin by if you see one of these buttons present. Welcome to the HEV Mark IV Protective. Как вы видите, все прекрасно работает. Теперь давайте установим клиент CS 1.6 на Xash. Открываем архив, который мы скачали в самом начале ролика. Берем отсюда папку CS Strike и кидаем в папку Xash 3D. Все это мы кидаем с заменой. Так, теперь мы установили клиент. Клиент мы установили, осталось теперь его только запустить. Запускать его будет через xash3d.exe. Создаем таким вот нехитрым образом ярлык. Я его переименую в CS Strike, как папка с ресурсами. Теперь открываем свойства ярлыка. Значит, пробел, game, CS Strike, то есть как называется наша папка с ресурсами, где Counter-Strike у нас находится. И на всякий случай пробел, консоль. На всякий случай. Применить ОК. Создав ярлык, давайте запустим клиент. Попав в главное меню, нажимаем на Play CS. Play Online — это если вы хотите играть в онлайне через интернет. Вы попадете на список серверов. Пускают, конечно, не на все серверы, потому что на некоторых стоит защита от мышек. На некоторые зайти все же можно. А если вы хотите играть через локальную сеть, то нажимаем на Play Online, Create. Ну, давайте запустим какую-нибудь карту, допустим, Денюк. При первом запуске клиента и при заходе на карту вы можете столкнуться с двумя багами. Первый — это вот эта вот менюшка, которую нельзя использовать. Вот я нажимаю на 1 и на 2, чтобы выбрать сторону, но ничего не выбирается. Этот баг решается довольно просто. Чтобы избавиться от этого неработающего меню, идем в Play CS, Customize, Options. Из VGUI Menus мы меняем его на Old Style Menus, вот эту вот опцию. Теперь просто
перезапускаем игру. Ну, меню пропало, но появился другой баг. Вот эти цифры по центру экрана свойственны мобильной версии игры, но тем не менее вы можете выбрать сторону и модельку игрока. Правда, вы быстро заметите, что у вас теперь ограниченный угол обзора. То есть я не могу вот подвинуть мышку направо или налево. Ну, играть, естественно, из-за этого очень неприятно. Так как исправить этот баг? А для этого мы вписывали консоль в параметрах ярлыка. Просто ищем вот эти команды, numerical меню, и ставим его значение на 0. Клиент only тоже поставим на 0. Значит, ну теперь просто перезапускаем игру. И вот чудо, цифры пропали. Ну теперь вы можете полностью поворачиваться на 360 градусов влево-вправо. Помните, как я в предыдущем ролике рассказывал о достоинствах и о том, как работает предыдущий клиент CS 1.6? Так вот, он также очень хорошо работает. Вот я могу прицеливаться на USP и на другие оружия, глушитель накручивается. Короче, он обладает всем тем, чем обладает тот клиент, у того, которого привязка к Steam там и все такое. Но есть и заметный баг. А дыма нет. Граната сработала, а дым никак не распространяется. Я пробовал играться его настройками, но без результата. Дыма просто нету. Ну, думаю, многие недочеты, вроде неработающего меню и отсутствие дыма, скоро исправят. Потому что этот клиент хотя бы обновляется регулярнее того, что с привязкой к Steam. Вот мы и покончили с установкой ПК версии клиента. Начнем установку на Android со скачивания клиента. Переходим в раздел релизы, скачиваем установщик CS 1.6 клиент.apk. Скачиваем новую версию движка через Google Play, ссылка в описании. Скачанному Xash и клиенту нужны ресурсы игр Half-Life и CS 1.6. Только теперь их надо кидать по новому пути. Это стало головной болью для пользователей последних версий Android. Ведь теперь ресурсы должны находиться по пути Android Data Suc/Engine в папке Files. Если вы напрямую будете кидать эти ресурсы с компа на телефон через USB, то особых проблем не должно возникнуть. Но если вы скачали их себе на телефон, допустим, в виде архива, то тут появится вопрос у некоторых. А как распаковать ресурсы, если доступ к папке Data заблокирован на новых версиях Android? В таком случае скачиваем с Google Play SX-проводник, ссылка в описании. И зайдя в папку Data, через него даем доступ проводнику к файлам. Правда, возможно, это будет работать не у всех, ведь телефоны, прошивки и версии Android могут быть разные у разных пользователей. Но если вы получили доступ к папке Data, то распаковываем папки Valve и CS Strike по пути Android Data Suc/Engine в папку Files. Когда все распаковалось, попробуем запустить сначала Half-Life.
А теперь давайте запустим клиент CS. В мобильной версии движка и клиента на данный момент есть недочеты, вроде того, что движок или локальный сервер может запускаться через раз. И при этом, обычно когда заходишь в любой сервер в интернете или локалке, загружается все с первого раза. Приходится постоянно из-за этого перезагружать движок. Хотя возможно это у вас не будет, потому что мы тестируем клиент на телефоне друга, играя через точку доступа, и подобного поведения там не было. Еще из заметного, при выстрелах и некоторых других эффектах возникают заметные артефакты графики. Но тем не менее, играть можно как и на серверах, использующих старую версию 0.19.2, которых пока больше, чем серверов на 0.20. Правда, прежде чем заходить на сервера, зайдите в настройки и проверьте, отключен ли у вас игнор мыши. Если отключен, то включите, иначе вы не попадете на сервера, потому что они будут думать, что вы используете мышку и автоматически кикать вас с сервера. Также вас может кикнуть сервера из-за того, что он думает, что вы используете взломанный клиент и попросит вас установить клиент из Google Play. О этом клиенте знает не очень много людей, но он еще на ранней стадии разработки и не попал в Google Play к новой версии движка. Поэтому старый мобильный клиент все еще востребован, и в какой-то степени я вам рекомендую пока обойтись старой версией движка и клиента, если вы пользователь Android. Но для игроков ПК-версии движка этот клиент является еще одним способом игры в CS 1.6, помимо форка от Kung Fu. Вроде все рассказал и показал, что хотел. Спасибо вам за такую сногсшибательную активность в виде космического количества подписок, просмотров, лайков и комментариев, где мы решали проблемы с запуском и настройкой XASH. Я вам бескрайне благодарен и ценю всех вас и вашу активность. Нас теперь тут 111, это прям вау. И да, следующее видео скоро. Помимо этого пишется пара сценариев к видео, который откроет новую рубрику на моем канале. Если у вас возникли проблемы с установкой, запуском или настройкой движка или клиента, то добро пожаловать в открытый комментарий и сервер Discord. Если вы хотите поддержать меня финансово, тогда топайте на мой Donation Alerts. Также я недавно завел себе канал на Trovo для стримов, однако все основные стримы я собираюсь проводить на основе, то есть YouTube. На Trovo я буду стримить то, что нельзя стримить на YouTube, а о начавшемся стриме я буду оповещать через Discord и вкладку сообщества YouTube. Ссылки на все ресурсы в описании. Оценивайте, подписывайтесь и делитесь видео. С вами был Денчик с канала Денчик Team. Пока.